Дорогие друзья, всем привет! Рад, что вы зашли на мой канал Food Court. И сегодня в этом видео я хочу поделиться с вами очень интересным рецептом свиной рульки. Эта рулька непростая, ушастая. Я очень часто экспериментирую с разными частями и сортами мяса. И вот так получилось, что у меня попалась свиная рулька, и оказалось в морозильной камере несколько свиных ушей. И вот таким образом я совместил свиную рульку и свиные уши. Для этого рецепта я взял 2 свиных рульки, где-то вес по 1,5 килограмма. И вот эти вот пресловутые свиные уши. Рульки небольшие. Сейчас я удалю косточку, вот так вот разрежу по тонкой части и сделаю предварительный посол мяса. А уши я буду варить практически до полной готовности, а потом нафарширую ими рульку, которая пройдет предварительный посол. Начну я с удаления косточки из рульки. Вот так я разрежу по тонкой части, а потом аккуратно ножом вырежу кость. Сделаю это я для вас в ускоренном режиме. Процедура эта такая прикольная. Особой сноровки не требует. Но, тем не менее, время на это потратить необходимо. Вот такой должен примерно получиться результат. Мясо я чуть-чуть подрезал для того, чтобы равномерно его распределить по шкурке. Вот в таком виде примерно у меня будет выглядеть эта свиная рулька в виде рулетика. Солить рульку я буду сухим посолом. Я взял 2% соли из расчета на вес мяса. Взял пополам поваренную соль и нитритную. Содержание нитрита натрия 0,6%. Теперь я помещаю просоленную рульку в вакуумный пакет, вакуумирую и отправляю в холодильник на предварительный посол на 72 часа. Температура в холодильнике у меня 2-4 градуса. Точно таким же образом я поступаю и со второй рулькой. На вес рульки я беру 2% соли, пополам нитритная 0,6% нитрита натрия и обычная поваренная. Тщательно вношу соль и упаковываю также эту рульку в вакуумный пакет, отправляю его в холодильник. Итак, друзья, прошло 3 суток, и прежде чем браться за рульку, я отварил свиные уши. Варил я свиные уши обычным традиционным способом, поместил их в холодную воду, довел до кипения, слил воду, еще раз промыл уши и снова залив холодной водой, наверное, варил на медленном огне при температуре там 85-90 градусов 3 часа. Уши практически сварились до полной готовности, и вот теперь я их порежу вот такой соломкой для того, чтобы затем начинить ими свиную рульку.
Теперь очередь пришла свиных рулей. Я распаковал вакуумные пакеты, рульки прошли предварительный посол, 3 суток в холодильнике при низкой температуре. Посмотрите, какого цвета получается мясо после предварительного посола. Так работает нитритная соль. Учитывая то, что тепловую обработку этого изделия я буду проводить в су-вид при низкой температуре 57 градусов, поэтому нитритная соль была мне необходима. На этом этапе я вношу специи. Я взял свежий чеснок, выдавил его на чеснокодавилке. Чеснок вы можете добавить на свой вкус. Я люблю, чтобы рульки чеснока было побольше. Поэтому я взял из расчета 15 грамм свежего чеснока на 1 килограмм рульки. Вместе с чесноком я вношу черный молотый перец. Это обычный перец горошком, который я раздробил в ступке. Объем перца я вношу из расчета 1,5 грамма на 1 килограмм мяса. И теперь я аккуратно начинаю выкладывать отваренные практически до полной готовности свиные уши. И таким образом фарширую свиную рульку. Делаю ее ушастой. Для пикантности я решил добавить 1/3 чайной ложки жгучего красного перца. Для формирования изделия я использую обычную коллагеновую бумагу. Это такая пленка, сделана из натурального коллагена. Она пищевая, съедобная. Вот таким образом, сворачивая и упаковывая рульку в коллагеновую пленку, я формирую рулет. Сверху я еще упаковываю рульку в стрейчевую пищевую пленку для того, чтобы придать форму и удержать ее. В сетку формовочную я не стал упаковывать эти изделия, поскольку я их сейчас закрою в вакуумный пакет и буду подвергать тепловой обработке в су-вид. Именно для этого изделия я выбрал режим тепловой обработки в су-вид. Это 70 градусов и 6 часов. Поскольку нафаршировал я свиную рульку свиными ушками, которые у меня были сварены до полной готовности практически, этого времени вполне достаточно. После того, как ушастые рульки у меня прошли тепловую обработку 6 часов при температуре 70 градусов, я их охладил в ледяной воде, поставил под пресс и убрал в холодильник на 12 часов. И вот, посмотрите, друзья, какой получился результат. За 12 часов в холодильнике изделие стабилизировалось, и теперь его можно вскрыть и попробовать. Коллагеновая пленка практически разошлась. Вот в этом месте это не бульонный отек, это именно тот самый коллаген, который при температуре 70 градусов превратился в желе. Вот в этом месте был узелок, видите? Вот таким образом работает коллаген. Ну а теперь самый ответственный момент. Необходимо вскрыть эту ушастую красоту. Режется прекрасно, хрящики свиных ушей практически не чувствуются.
Ну вот, вы, пожалуйста, только посмотрите. Вот такую красоту вы можете приготовить у себя на кухне дома своими руками. Свиная рулька и свиные ушки. Как говорится, можно впихнуть невпихуемое. Да, конечно, сувид, он творит чудеса. Консистенция мягкая, нежная, при этом упругая. Изделие не разваливается, шкурка мягкая, нежная. Ну и невероятный запах чесночка. Очень красивый рисунок. Я больше всего переживал за хрящики свиных ушей. А решение предварительно отварить уши до готовности, а потом нафаршировать рульку и провести тепловую обработку в сувид было правильным. Если бы я поместил в рульку сначала сырые уши и потом в сувид, то вряд ли бы они были такого качества и такой консистенции. Коллаген практически шкурки ушей разошелся, а хрящик получился нежный и мягкий. Ну и вкус, конечно, невероятный, друзья. Так, второй экземпляр посмотрим. Ну вот как-то так. Результатом эксперимента я абсолютно доволен. Ушастая рулька удалась. Ну что, друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на канал, оставайтесь на фудкорте. Я приготовил для вас еще очень много вкусного и интересного.